Ребят, на шухере пока постойте. Знаю, что эта тварина может. Неудивительно, если она сюда каких-нибудь братков пришлет. Я вам пока места для ночевки подготовлю. Дверь запирать не буду, так что заходите свободно. Принято. Надо было и себе пистолет оставить. Тогда поступим так. Кроу, ты идешь на первый этаж, будешь стоять у входа. А я, спущусь где-то до 3-го и буду смотреть в окно. Если увидишь кого-нибудь подозрительного, проследуй за ним. Если он будет безоружен, то зажимаем его в клещи. Если он будет вооружен, открывай огонь без предупреждения. Я надеюсь, Кроу, ты стрелять-то хоть умеешь? Не очень, но в таком пространстве попаду. О, ребята, вы чего? Ребята, вы что, тут перестрелку, что ли, устраивать собрались? Сами подумайте, она только 2 охранников с единственным пистолетом смогла подговорить. Что думаете, она сюда отряд спецназа, что ли, пошлет? Давайте так, пока мы закон окончательно не приступили, только припугиваем, ясно? Пожалуй. На нашей стороне внезапность. Пусть думают, что пистолет – это пугач. Добро, расходимся. Смотрите-ка, что я нашла. Сейчас посмеетесь. Вот рисунки тут психопатов. А, я это видел. Правда забавно. Да, и вправду какой-то шизофреник. Любопытно. Это творчество, так называемое. Хорошее творчество. Творчество душевно больного. Тихо! Кто-то дверь открывает. Погодите, что эта дверь открыта? Попался! Вот так вот. Не вырвешься. Держите его крепко. Ну что, Романов, решил стать выше закона? Это никому не дано. Видимо, ты плохо выучил урок. Что ж, давай пройдем последний экзамен. Подними голову, я с тобой еще не закончил! Ах, тебе это дрянь! Ну я тебя сейчас! Что, Романов, решил поиграть? Ну давай поиграем! Ребята! Ребята! Отцепись от меня! Я сказал, отцепись! Отпусти меня! Нравится? Это ты меня научил. Вот этому я тебя не учил. Прекратите!
Откройте почту. Простите, не в этом ли подъезде живет Романов Дмитрий Сергеевич? Так да, тебе что нужно? Постойте, не стреляйте. Я не хочу причинить ему зла. Это какая-то ошибка. Я хочу ему помочь. Почему мы должны тебе верить? Я Жернов Василий Ракович. Я был у него преподавателем. Пошел вон! Стойте, стойте. Я не из тех людей, которые за ним охотятся. Я хочу ему помочь. Отпустите меня, пожалуйста. Я пытался их остановить. Вызвал даже полицию, но она не приехала. А как ты нас нашел? Потом объясню. Вы с ним? Да. Тогда прошу вас, мы должны помочь Диме. Эти бандиты уже здесь. Я видел их машину. Черт! Ладно, мы тебе верим, но учти, ты у нас на мушке. Быстро к Димасу! Оружие на пол и отошли от него все! Слышь, отойди! Ну ты же сам сказал, отойди от Романова! Нет, ребят, не надо. Это мой бой. А я им эту дубинку в глотку затолкаю. Неплохой фонтан получится. Больше никогда не хватай меня за патлы! Ты чё творишь, скотина?
Так, значит, вам за экзамен всем мелут, пересдачи не будет. Живая. Что делаешь? Пульс проверяю. Ты за него беспокоишься? Нет. Но я не хочу, чтобы сегодня кто-то умирал. От обморока никто не умрет. Ага. А вдруг у нее инфаркт? Еще убийство на нас повесит. Точно. Ты стрелял? Никого не ранил? Да не переживай, может договорились только припугнуть. Кстати, а где сам пистолет? Он у меня только в прихожую взлетел под шкаф. Да уж. Залетел, это правильно сказано. Лучше уж ничейный пистолет, чем в руках у врага. Димас, тебе помочь? Потерплю, Сань. От пистолета все равно надо избавиться. Надо ментов вызывать, срочно! Не выйдет. Василий Ираклевич уже пробовал. И как только назовешь адрес, они сразу положат трубку. Ананасово рук дело. Кому же еще это надо? Как вы нас нашли? Дима, ну ты же знаешь, что личные дела студентов уничтожают и отправляют в архив. Я позвонил в деканат, мне все рассказали. Василий Ираклевич, простите, что не сразу доверились. Василий Ираклевич, Сань, приглядите пока за Ананасовым и его шайкой. А мы пока скоро отойдем. Ты что задумал? Пошли. Давай, заходи. Что хотел-то? Дай пистолет. Зачем? Нет времени объяснять. Давай сюда пистолет. Вставай. Слушай, Романов, что бы ты там сейчас не задумал, это не решит ничьих проблем, ни твоих, ни моих. Тебе 2 раза объяснять, что нужно? Вставай, я сказал! Садись за стол. А вам, ребят, стоит пока вынести мусор из квартиры. Димас, ты чего задумал? Сань, спокойно, у него все схвачено. Ну что, нравится тебе за партой сидеть, а? Теперь поиграем в паршивого студента. Давай на чистоту. Не я один у вас такой. Ни за одного меня деньги трясли. Ни за одного меня козла отпущения делали. Я не обязан тебе отвечать, Романов. Отвечай мне. И только посмей рыпаться. Нет, не единственный. И это все из личной неприязни, да? И не говори про мою плохую успеваемость. Вы бы так сюда не приехали. Че думаешь, я не догадался? По чьей милости тогда отклонили мой компромат? У меня никакого личного мотива нет. Я приехал сюда, потому что ты совершил преступление, Романов. Ты попытался изнасиловать Виолетту Ивановну Сажину. А любое преступление должно понести наказание. И это тебе сама Сажина сказала, да? Лучше просто признайся, что ты со своей шоблой только повода искал. Хотя что там, мне и так уже все ясно. Давай подведем итоги. Вы, значит, косите под уважаемый и прогрессивный вуз, а на деле вы просто фабрика бездушных роботов, трясущая деньги из платников. По итогу вы выпускаете таких, как Арсений Черненко, а нас запугиваете, требуете от нас взятку и даже отчисляете, блин, когда нужно. И все ради выгоды. И это, по-твоему, образование? Не, это рынок на минном поле. Без студенты вам платят сотни тысяч не за знания, а ради якобы нужной корочки. Ну а инакомыслие, разумеется, карается. Ну что же, один такой студент тебе показал, чего все это стоит. Эко невидаль, не правда ли? Дементий Ананасов, студент режиссерского факультета, был отчислен прямо перед защитой диплома в наказание за собственную халатность.
Да, ты сказал все правильно. Это все, что ты хотел узнать? А я, может, еще не всю картину увидел. Давай теперь все мне на стол. Пришла пора пооткровенничать. Ну, знаешь, многих мотивирует такое отношение, знаешь. Вот ты был бы на моем месте, вот ты представь, ты преподаватель, вот ты вел бы себя так же, как и я. Ты меня с собой-то не равняй, Ананасов. Я вот считаю, что людей надо ценить за поступки, а не за выгоду, которую эти люди приносят. И студентов бы я учил дружбе, состраданию и взаимопомощи. А если бы среди них нашелся такой же, как я бы помог ему определиться. Кто знает, может быть, в нем погибает гениальный художник или гениальный музыкант. Поверь мне, это лучше, чем строить бизнес на головах. Да как же ты не понимаешь, Дмитрий Сергеевич, Дима, что во все времена было так, что большие деньги можно было только украсть, потому что заработать всегда можно было только геморрой, как было написано в книге «Золотой теленок». Ничего ты не понял, сколько я тебя не учил. Ну и чему ты меня учил? Вражде? Людей до безумия доводить? Врать, что без диплома никуда, да и вообще лгать. Это я-то лгу? Ну хорошо, ты сам напросился, буду говорить по существу. Да, ты лично мне и всем моим коллегам неприятен, даже внешне. Вот скажи мне, что это за длинные волосы? Как у вас модно говорить, патлы? Ты что, неформал какой-то, что ли? Ты отличаешься, вот в чем проблема. Ты мыслишь не так, как мыслят наши студенты. Я тебе еще во время учебы говорил. Каждый из вас друг другу конкурент. Чтобы чего-то достичь, ты должен затмить других. И этому мы и учим наших студентов. Но ты весь из себя такой добренький. И поэтому этого нам достаточно, чтобы ликвидировать тебя. По всем фронтам. Другой? Спокойно, спокойно. Опусти пистолет. Ты прав, Ананасов. Я другой. На 3-м курсе я понял, что юрфак не моя стезя, но надо было доучиться. Слушай, а может быть в этом все и дело? Посмотрел на вас, так сказать, безо всяких розовых очков, как некоторые. А ты говоришь, что ты такой успешный, но все же ты сидишь здесь. Получил по шее и трясешься на мушке. Хорошо, что ты в жизни преуспел, Дементий. Итак, кстати, так что получается, ты из своих дружков готов задавить? Если это не твоя стезя, почему же ты сам-то не ушел? И да, если нужно, я готов задавить их всех. Я лучше, я выше. Да завидует он тебя, Дима. Не против, если я вмешаюсь? Он весь ваш, Василий Ираклевич. Дементий Алексеевич, хотя мне совершенно не хочется вас так уважительно называть. Может, он и совершил ошибку, но если он осознанно не бросил учебу, значит, у него на это были причины. Не все хотели его ухода. Он был у меня лучше в группе, пока вы его не отчислили. Если бы Дмитрий ушел сам, мне так же было бы горестно, как и сейчас. Вы все сказали, господин Жирнов. Спасибо, тогда и продолжу. Так вот, ты, Романов, глупый человек, и апеллируешь ты тоже к глупцам. Наши студенты должны быть умными во всем, чтобы уметь манипулировать такими дурачками, как ты. Это базовый человеческий инстинкт, Романов. Убей или будь убитым. Так было за всю историю человечества. Не то что образование. Все с тобой понятно. Такие, как вы, не живете. Вы выживаете, и в этом ваша проблема. А теперь представь, что будет, если каждый житель этой долбанной планеты заживет по твоей логике. Будет просто замечательно. Потому что мои дети не поедут в Сирию воевать за чьи-то интересы. Мои дети поедут в Оксфорд или в Гарвард и получат там отличное образование. А твои дети так и останутся ложками и рабами. С них будут драть 3 шкуры, и они будут воевать за мои интересы, за мой бизнес. Как же ты, Романов, до сих пор не понял, что эволюция – это поле битвы, и цена победы здесь не важна. Если надо будет, я буду готов ее заплатить, даже сам лично. Ты, кажется, хотел стать артистом? Очень похвально. Я тоже в свое время хотел им стать. Но система меня нагнула. Зато теперь посмотри, кто я. Я и есть система. А такие дурачки, как ты, которые сопротивляются, так и останутся на дне. Такие кретины, как ты! Значит, ты любишь конкуренцию? Обожаю ее, урод. Вот какую игру в конкуренцию я тебе хочу предложить. Этот пистолет. Победитель его схватит. На счет 3. 1,
2, 3! Кажется, я победил. Ладно, ты меня уделал. Не смей! Не смей в него стрелять! Не смей! А ну всем стоять! Вы никогда ничего не измените. Ты так и не понял, придурок. Я победил. А твоя жизнь мелочна. Что за дела? Да? А я ведь тебя тоже обманул. Как и вы меня когда-то. Значит, готов по головам ходить, лишь бы самому кайфово было. Пусти! Судить тебя буду я. Это самосуд, Романов! Это самосуд! Дим, это твое. Кроу, ты же слышал наш разговор с Ананасовым? Вот ты мне скажи, кто из нас прав? Ну, ясно же дело. Ну, конечно. Я и есть система. Этого нам достаточно, чтобы ликвидировать тебя. По всем фронтам. А вот я считаю, что Ананасов тоже по-своему прав. Дим, ты чё? Потом. Где Саня и Василий Ираклевич? В другой комнате, где скользящая дверь. Зови их и уходим отсюда. Ну и что нам теперь совсем с этим делать, а? Я знаю. Зато я теперь прекрасно знаю. И что же? Вам обоим надо валить из города. И чем скорее, тем лучше. Возвращайтесь в Питер и Москву. Вас здесь больше ничего не держит. А как же ты, Димас? Я тоже здесь не останусь. Я уйду. Что? Куда? Я сам не знаю куда. Перекантуюсь кое-где. А там мы увидим. Когда мы с вами вновь увидимся, это буду уже не я. Димас, да ты чего? Да о чем вообще ты говоришь? А я вот все прекрасно понимаю, Саня. Ну что, в таком случае нам всем нужно срочно отсюда уезжать. Ведь эти люди профессиональные юристы. Мы фиг что докажем. Уедем порознь. За мной погонится в первую очередь. Поэтому я уеду первым. Выйдем завтра утром, Саня. Вот только нам в гостинице теперь нельзя. Где ночевать-то будем? Переночуете у меня. Если вас объявят в розыск, помогу, чем смогу. Я все-таки профессиональный юрист тоже. Кстати, да. Верно подмечено. Романыч, мы еще можем спастись. Может быть, все еще не так плохо. Сань, Василий Ираклевич один, а их целый вуз. И к тому же фальшивого компромата у них на меня накопилось за 4 года достаточно. Дима, я постараюсь. Я сделаю все, что в моих силах. Василий Ираклевич, а как же вы? Вы же работали с Ананасовым и со всеми этими чертями в образе людей, а теперь восстали против них. Да я завтра уволюсь. Я больше не собираюсь работать с этими чертями в образе деятелей наук. Прощайте, друзья. До встречи в моей новой жизни. Прощай, Дима. Тебя несправедливо оклеветали. Бывай, Романыч. Мы тебя не бросим. Бывай, Димас. Мы тебя не бросим. Не знаю, давайте хоть семью Димы дождемся. У них ведь такой стресс от этого всего будет.
Жаль только, что их сына не будет рядом. В гостиницу вернуться нам уже нельзя. Полицию натравят, нам же на беду. Вот все и кончилось, без шуток говоря. Бежать всем надо, в Питер и Москву. Носили эти маски уважения и ума. Такие есть везде, не стоит отрицать. Но чтоб сломать кому-то жизнь, да, тут маска лицемерия начинает выползать. И кончилось людское в тот момент. И отпущение козлом невинный станет. И из-за самолюбия в Минюсте инцидент не мог не вызвать личности восстания. Ведь карьеризма рост, корыстолюбия, возня с бумагами и всякие железки, где правит деспотия вместо вольнодумия, затмить они не смогут жизненной повестки. Ираклевич Василий им не подчинился. Он взбунтовался, будто декабрист. Судилище он избежал. Не поплатился, ведь он с двоими растворился, будто свист. Невинного забили, как в древности, камнями. Ведь личность умерла, а тело может с ним. Кроу и Брейна бы, возможно, оправдали. Но слово остается всем одно. Бежим. Чё тебе надо? Ребят, продайте чехол. Семьи не повидал, но времени не остается. Возможно, в жизнь последняя путевка. Я понял, для Ананасова победа продается. Цена же ей лишь жалкая дешевка. Здрасте. Билеты в Москву остались? Дайте один. И как можно скорее. Уважаемые пассажиры, скоростной поезд номер 734, сообщение в Нижний Новгород, Москва, прибывает на первый путь. Платформа номер 3. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Будьте внимательны и осторожны. Что поделать? Победила маска. Заплещет утром белой краской, кого-то знал как подлеца. Погиб Романов в ночь ту роковую. Родился воин без лица, оставив жизнь позади былую.
Здравствуйте! В эфире новости, канал АК-31, в студии Андрюс Маркевичус. О главном. Сегодня в одной из квартир Московского района Нижнего Новгорода была жестоко избита группа преподавателей Нижегородского филиала Международной школы бизнеса, среди которых старший лейтенант МВД Республики Кыргызстан Ананасов Дементий Алексеевич. В совершении преступления подозревается бывший студент МШБ Романов Дмитрий Сергеевич. По информации, полученной от представителей учебного заведения, известно, что Романов сильно отставал в учебе, был отчислен на выпускном курсе и проходил лечение в психиатрической больнице, в связи с чем может быть опасен. Преступление, к тому же, было совершено в его собственной квартире. Романов подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений. Его фотографию, а также чушь какая, а? Вы можете сообщить. Кто вообще в это поверит? О его местонахождении. Вы сейчас видите у себя на экране. Это вот из него на тебя из обезьянника вытаскивали? Да. Участвовал еще двое. Один из них был опознан пострадавшим. Им оказался бывший преподаватель МШБ Жернов Василий Гераклович, преподаватель английского языка. Двое других, изначально названные следствием солдат-аристократ, были опознаны позже, благодаря анонимному звонку в нашу студию. Это нейрополицейский Александрович, проходивший... Догадываюсь я, что за анонимный звонок им позвонил. Роман Евгеньевич, профессиональный Василий эксперт и художник Василий Ираклевич, В исполнении Александр и Роман подозреваются в краже боевого какое оружия. кино тут про нас Накануне показывают. случившегося на Нижневолжской набережной были слышны выстрелы. При осмотре места происшествия нами были найдены 5 гильз 9 на 19 людях. Экспертиза позволяет предположить, что стрельба велась из пистолета марки Вальтер. Это позволяет нам судить о том, что на набережной велась перестрелка. По показаниям потерпевших, преступники действительно имели при себе один пистолет, но не Вальтер. Ну что, гордишься? Красный диплом еще. Знаешь, почему он красный? Потому что ему очень и очень стыдно. Ты на эту рожу посмотри. Очевидно, что для нее приготовлено почетное место в галерее Ламброза среди бандитов, алкоголиков и насильников. Ты у нас по специальности должен что? Ты у нас по специальности должен таких красавцев ловить. Известно, что Романов при пошел. Дементия Ананасова пользовался хоккейной клюшкой. Мы считаем, что оружие было похищено из воинской части под Петербургом, который служил Нервов. По предварительной версии, Нервов после того, как узнал об отчислении Романова, подкупил или запугал охранника оружейного склада и украл... Это что такое? Факт кражи. Я этого не говорю. Это монтаж. От спортинвентаря. Затем подозреваемый сел на поезд и скрылся. Картина складывается следующая. В целях Я мести такого за не отчисление говорил. Романов создал Это все монтаж. из 4 человек. То есть себя, Энглерта, Жернова и Нервова. Последний, скорее всего, и предоставил банде огнестрельное оружие. Не исключается также, что у преступников может находиться при себе по меньшей мере один автомат Калашникова. Я уже надеюсь, что Димас уже успел уехать, а? То есть он попался, у нас цапают всех троих. Выходи из парада. Банда «Театр масок», как их назвало следствие в честь лидера, объявляется в розыск. Просим всех граждан быть предельно осторожными и сообщать полиции любую имеющуюся информацию о подозреваемом. Все четверо сколотили хорошо вооруженную банду, в снаряжении которых имеется как огнестрельное, так и холодное оружие. Банда «Театр масок» объявляется в розыск. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – двигатель революции. Уважаемые пассажиры, во время движения просьба держаться за поручни. При обнаружении подобной информации вы телевизионщики. можете позвонить по указанному на экране номеру телефона. Журналюги. Со стороны националистических группировок Кыргызстана в ответ на решение властей открыть посольство в Москве, например, подожгли автобусный парк на окраине столицы Республики Виртальск. Так, все, тут по ОКе показали топовый материал, быстро все готовимся к прямой трансляции. Почему мы требуем независимости? Он-то пошел. Пошел лесами дремучими, пошел горами высокими. А ты чего? Ну, не сел, ну, присел. И что вы мне прикажете делать? Бежать за ним? В сыщика играть? Вообще-то он прав. Мне кажется, ты должен был это сделать еще в институте.
Ну посмотри на себя, ты же юрист, с красным дипломом МШБ окончил. А где-то там твой бывший одногруппник ищет новую жертву. Вот именно, ты должен таких, как он, за решетку сажать, а не сам за ней сидеть. Еще бойцом себя называешь. Да. Сигур, давай отойдем на минуту. Господи. Интересные парни, не правда ли? Присмотримся поподробнее. Еще видно, что мальчики бойцы. Кажется, нам стоит уделить им внимание. Давай сперва понаблюдаем за ним. Может быть, даже пополним свои ряды. В данный момент мы находимся на станции метро Чкаловская, которая находится на той же линии, что и станция метро Буревестник, где по оперативным данным жил предполагаемый лидер преступной банды Роман. К сожалению, вести репортаж оттуда, как из других ближайших станций метро, не предоставляется возможность, поскольку они усиленно охраняются патрулями полиции и сотрудниками ФСБ, а репортеров просят покинуть метро и не пускать дальше двери входа. При этом для обычных пассажиров никаких ограничений нет, и станции работают в штатном режиме. Алло, Дементий Алексеевич. Нет, Виолетта, это Раиса Алексеевна. Бог ты мой, это вы? А почему вы взяли телефон Дементия Алексеевича? Дмитрий Аристархович просил тебе позвонить. А твой номер есть только у Дементия Алексеевича. А сам он говорить не может, Романов ему челюсть выбил. И у всех остальных тоже травмы. А, господи, вот он псих, конечно. Ну да ладно, главное, что мы с вами его победили. Да и более того, Романов в розыске. Да и... Это все из-за тебя. Романов там оказался не один, а с дружками. И у них было оружие. Черт, про этих-то я и забыла. Да в смысле из-за меня? А кого мне было еще просить о помощи? Он вообще-то на меня напал. Да и потом, мы с вами все-таки обедали вместе. Да что ты? Дементий Алексеевич нам все рассказал. Не было никакого изнасилования. Если ты хотела, чтобы нас избили, поздравляю, у тебя получилось. Ладно, я соврала, признаюсь. Но надо же нам было как-то заткнуть рот Роману. Вы только вспомните про его обещание мести, про его компромат. Ну и как, помогло? Ничего, что ты своей ложью нас подставила. Я, между прочим, тоже там страху натерпелась, думала, нас убьют. Ночами теперь не сплю, везде мерещится эта маска. А ничего, что вы сами 4 года его доставали, нет? Меня на листовке очень пугает. Мы пойдем опрашивать дальше. Как видите, листовки привлекают внимание... Может быть, но испортила все ты. И Дмитрий Аристархович со мной согласен. И мы оба собираемся тебя засудить. Да что вы вообще такое говорите? Раиса Алексеевна, дайте, пожалуйста, трубочку. Алло, это Жалин Дмитрий Аристархович. Ты виновата, ты и поплатишься. И поверь мне. Твоей зарплаты на хорошую защиту не хватит. Как всегда, все предают, постоянно. Но у меня, наверное, такой план есть. Алло, Димуль, привет. Слушай, можно тебя попросить о помощи? Я, конечно, понимаю, что я и так тебя уже в последнее время много напрягала. Броня там, пистолеты. Только все пошло вообще не по плану. В общем, мне нужно как можно скорее свалить из Нино и как можно дальше. Серьезно? Спасибо тебе, милый. Ну, тогда встретимся в Витальске. Пока. Как же легко этими идиотами манипулировать. Стоп, снято. Дай-ка сюда, я сейчас тебе на пальцах все объясню. Ну, как вам? Сколько раз тебе говорить, ну не надо прописывать эту вертушку дурацкую. Взял противник и шмякнул ее о пол. Неужели так сложно? А я вот так хочу. Я должен показать, что мой персонаж крутой парень и много чего умеет. Как тебе объяснить, что ты покажешь себя не как героя, а как выпендрежника? Какой из тебя тогда герой?
Послушайте, я звезда, Аполлон Высоких. Я воспитывался у режиссера Дементия Ананасова. Я уж точно лучше знаю, как показать себя. Как я скажу, так и будет. Если вы имеете что-то против, можете отдать мне режиссерское кресло и уволиться. Вернемся к работе. Ну, чего расселись? Вы просто так сдадитесь? Вы совсем не тот Ипполит Витальевич, которого я знал. Нет, это ты уволен. Чего? Того, собирай манатки и уходи. Вы что, шутите? Пошел отсюда, недомерок. Прав был тогда Дима. Зря я к нему не прислушался. Вы все еще пожалеете об этом, мерзавцы.